Припять. Покинутый на протяжении 3 десятилетий город-призрак. Сегодня это мекка для сотен тысяч туристов и сталкеров. Днями и ночами они пробираются окольными путями, чтобы посмотреть на место, где 35 лет назад случилась трагедия на атомной станции. По ошибке многие считают, что квартиры припятчан остались нетронуты с момента эвакуации города 27 апреля 1986 года. Но, увы, это не так. Припять была разграблена мародерами, и состояние каждой квартиры в городе примерно такое. Сегодня я отправляюсь в Припять, чтобы навести порядок в одной из квартир города-призрака. У микрофона, как всегда, Мишаня. Желаю всем приятного просмотра. Друзья, всем привет, с вами Мишаня, и сегодня я решил сделать маленькую реставрацию кухни в Припяти. Ни в коем случае это не плагиат Стаса Полесского, скорее всего дополнение ремонта в Припяти. Единственное, что я не буду красить стены, не буду их белить. На это нету времени и сил, потому что я пошел в одиночный поход, и все притащить на себе довольно-таки проблематично. С горем пополам дотащил шторы, которые весили 1,5 килограмма, и это только усиливало тяжесть рюкзака. В общем, я уже нашел кухню, в которой можно убраться, так как я это делал в квартире припятчанина Николая Иванца. Потом сюда придут еще сталкеры, наверное, сегодня ночью, либо завтра. И, в принципе, мы с ними наберем много воды, и мы и так за поход эту воду не выпьем. Можно будет тут сделать уборку, помыть пол, помыть мебель. И эта кухня, в общем-то, придет в божеский стан. Тут даже, смотрите, во-первых, плита вполне себе нормальная, ее только надо собрать. Вот есть крышка, есть типа как шкафчик, вот нижней штучки, есть даже сеточка от духовки. Дальше. Есть крышка от духовки, есть шухлядка. Вот, наверное, вот этой стенки. Вот еще одна, кстати. То есть тут убраться, и тут реально будет атмосфера 86-го. Словно мародеры ничего тут не растаскали, а просто, забрали там чайники, ложки и прочее, вы понимаете. То есть приблизить эту кухню к состоянию 86-го года, когда квартиру хоть и разграбили, но не в такое же состояние ее привели. Проблема в том, что я нахожусь на 2-м этаже, и это все будет слышно. То есть надо таскать очень аккуратно, это займет много времени, но беспалевно можно сделать эту кухню. Дальше. Первым делом, наверное, я бы проверил радиационный фон здесь. Как по гамме, так и по бетте. То есть надо крышку приподнять, посмотреть, что я буду трогать руками. Если оно не фонит, то все ок. Подоконник может фонить. Кстати, да. Подоконники в Припяти всегда фонят, потому что во время аварии, возможно, тут окно было открыто. Либо пыль осела просто. Он даже по гамме показывает около 30. Стоит еще учитывать, что этот дозиметр имеет сильные погрешности. Я больше по звуку, типа пиканья, ориентируюсь. То есть, если он не слишком интенсивно пищит, то значит радиация относительной норме. Короче, радиация тут в норме. Стоит учитывать, что в Украине до 30 норма, тут доскакивает до 40. Возьмем Россию, к примеру, в России там 60 микрорентген, это допустимая норма. Поэтому я считаю, что не опасно трогать эти предметы. Значит, что я первым делом сделаю? Я поставлю раковину на свое место. За 35 лет очень много пыли на ней скопилось. Это все побелка с потолка. Теперь можно шкафчик прикрыть. Дальше я бы, наверное, подвинул плиту, и это будет самая громкая часть
этого ремонта, потому что она гремит очень сильно. Сейчас я только посмотрю, нет ли машины тут рядом. Тут просто улица сразу же за этим домом, по которой, не очень часто ездят экскурсии, но часто ездят патрули. Если в прошлой квартире, в которой я находился тут пару дней назад, ходила экскурсия, менее патрулей было, здесь больше патрулей, меньше экскурсий. Как-то так. Приступаем к более громкой части. Подвинуть плиту на свое место. Смотрите, буквально поставить раковину и плиту, и она уже совсем другой вид приобретает. Ее бы еще вот сюда немного подвинуть. Это, знаете, такое желание перфекциониста. Ну что, посмотрите, насколько оно изменилось. Ее бы еще потом помыть, будет вообще шикарно. Я думаю, можно устанавливать эту крышку. Есть. Самая громкая часть сделана. Оно уже преобразилось. Сейчас еще вот этот вот шкаф туда поставить, тумбочку. Будет просто шикарно. Ну что, несколько минут работы, руки все в этой пыли, но не радиоактивная, это побелка обычная. Ну и вот, как преобразилась кухня. Осталось потом еще шторы повесить. Там есть гвоздик, и сюда можно подвязать. Либо вот туда у меня есть 2 гвоздя. Вот, что-то придумаю. Еще бы от побелки тут все помыть, оно реально будет выглядеть круто. Вот примерно в таком состоянии была Припять, как мародеры только вскрывали двери. Вот. Правда, тут еще не было такого мусора, оно просто все стояло на своих местах. Потом мародеры что начали делать? Начали вскрывать плиты, вырывать отсюда всю проводку, она была медная. На это состояние мы имеем, что все плиты там, все прочее, оно стоит не на своих местах. Почему? Потому что еще и сзади вырывали оплетку всякую, вы понимаете. Я пока что сейчас пройдусь по этажам, поищу элементы декора. Уже кое-что нашел. Поставлю, пожалуй, их на подоконник. Куколки, кубики с лисичкой и колобком. Смотрите, что я нашел. Я нашел на одной из кухонь жабки от занавески, и они мне очень сильно пригодятся. И все рабочие. Также здесь есть банка аэлита и бутылка портвейна. Все это пойдет в ту кухню. А также календарь за 86 год, даже 85-й. Заметьте, календарь на украинском языке. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень и опять по новой. 1985 год. Ну что, кухня потихоньку приходит в порядок. В общем, я уже тут нанес всяких всячин. Все тут в порядке, осталось только помыть все это дело. Нашел в подъезде 2 ложки, нашел лампочку, которую потом сюда подцеплю, 3 бутылки, инструкция от миксера электрического. Также нашел почетную грамоту. Награждается Жолобова Валентина Ивановна за достигнутые успехи в социалистическом соревновании и активное участие в общественной жизни завода в честь Международного женского дня 8 марта. Директор завода В.Н. Григорьев. Это, скорее всего, с завода Юпитер. А также нашел фартух. Правда, он уже немного подгнивший, но все же как элемент декора пойдет.
Я думаю, что уже можно начинать цеплять шторы. Все-таки выглядит реально круто уже эта кухня. В общем, я пока что сдвинул штору на бок, потому что все-таки как-никак тут дорога, и оно все немножко да таки просматривается на фоне темных припятских окон. Шторы — это вещь выделяющаяся. В общем, я довольно-таки рад тем, что я все-таки взялся за эту идею. На одну отреставрированную квартиру в Припяти больше. Правда, реставрация это назвать сложно. Скорее всего, уборка. То есть такой квартиры в Припяти вы не найдете. Единственное, что реставрации Стаса Полесского, ну и все. Ну что, готово. В общем, шторы повешены. Это придает этой комнате, этой кухне непередаваемую атмосферу. То есть выглядит как будто люди покинули это место, пришли мародеры, немножко подеребанили тут все, но не раскинули по кухне. И только за 35 лет побелка упала на пол. И все тут такое пыльное, в общем, как и в других припятских квартирах. Единственное, что их отличает, это то, что здесь, как люди оставили все, так оно и на своих местах, а в других квартирах все раздеребанено. Ну, в общем, примерно вот так. Это все и выглядит. Со столом, фартухом, шкафчиками, шторами. Просто бомбически. Ну, собственно, и все. На этом пока что ремонт этой кухни, уборка, можно так сказать, завершена. В этом видео я сделал просто масштабную и колоссальную работу в одиночку. Убрался в этой кухне, принес много сюда атрибутов того времени, которые смог насобирать по подъезду и соседнему подъезду. И считаю, работа выполнена не зря. Выглядит все это дело просто шикарно.